Всем привет, друзья! Рад приветствовать вас у себя на канале. Ну а у нас сегодня будет обзор вот такой вот камеры видеонаблюдения с сайта AliExpress от магазина Unbox. Камера приехала в такой большеватой, я бы сказал, коробке. Вот. На борту коробки уже у нас имеется QR-код для скачивания приложения IC. Ну и также указаны характеристики. То есть 4 мегапикселя, Wi-Fi IP камера, модель A23Q. Ну и питание 12 вольт 2 ампера постоянного напряжения, либо тока. Так, в комплекте, вы видите, я уже взял, была отверточка, что не может не радовать. В комплекте, конечно же, у нас идет универсальная инструкция. Почему универсальная? Потому что она только для поворотной камеры. Вы сами видите, что все это дело у нас не соответствует. Но инструкция довольно подробная и понятная, поэтому она сюда подходит. Имеется два винта крепления кронштейна. Камера приехала с картой памяти на 64 гигабайта в таком вот боксике. Имеется муфта герметичная в том случае, когда мы подключаем нашу камеру по кабелю RJ45. Имеется такой вот монтажный наборчик. Ну и, конечно же, есть у нас вот такой вот блок питания с двумя, обрубками, терпеть которых я не могу. Производитель, ну почему ты не сделаешь хотя бы метр кабеля? Уже было бы супер. Ну, блочок питания, как я почитал на коробке, тоже 12 вольт, 2 ампера постоянного тока. Все показал из комплекта. Давайте говорить про камеру. Первый косяк камеры. Здесь у нас, вы видели сами, указано 4 мегапикселя. Значит, давайте будем изучать математику. Не знаю, чем отличается китайская математика от русской, но, по крайней мере, в китайской математике будет следующее. Это же указано в описании в магазине для этой камеры. То есть 2 мегапикселя плюс 2 мегапикселя у них равно 4 мегапикселя. У меня с белорусской математикой и с русской, ну так, ну никак не получается. Поэтому обратите на это внимание. И второй серьезнейший косяк, тоже кому как, наверное, будет. Но для меня кажется косяк. Раз вы уж поставили камеру, то оснастите ее всеми, так сказать, достоинствами этой камеры. Смотрите, давайте по порядочку. Значит, наша камера верхняя оснащена таким рычажком, для того, чтобы могли ее регулировать по вертикали. Вот, оснащена 6 светодиодами двойными, то есть в режиме черно-белой съемки они светят инфракрасным светом, а в режиме цветной либо двойной они светят белым светом, и получается такой классный прожект. Но я немножко поэкспериментировал и понял следующее. Во время работы камеры я данную камеру отвернул вот так и сам танцевал в поле зрения данной камеры. Данная камера, друзья, никак не реагирует ни маяками, ни прожектором. На нее также никаких настроек в приложении нет, она просто тупо снимает. Нет ни детектора движения, нет ни гуманоид детектора и нет показать следы. То есть ничего этого просто нет. Она просто тупо пишет и ни на что не реагирует. Вот. Но когда мы заходим в поле зрения данной камеры, тут уже у нас, допустим, ночью врубается и здесь прожектор, то есть все настройки у нас только на поворотную камеру. Поворотная камера у нас поворачивается на 270 градусов и на 90 по вертикали. Вот, также у нас здесь есть встроенный микрофон, встроенный датчик освещенности, ну, сам объектив камеры, конечно же, и 12 тоже очень ярких двойных светодиодов. На задней панели нашей камеры мы имеем встроенный динамик, то есть через данную камеру мы с вами можем спокойно переговариваться. Ну и здесь есть такая вот силиконовая заглушка, под которой есть слот под SD-карту и непосредственно кнопочка сброса к заводским настройкам. Получили камеру, включили в сеть, сразу открываем, нажимаем кнопочку «Держим», сбрасываем к заводским настройкам. Ну а далее уже кому как нужно. Если вы хотите подключить по Wi-Fi, следуйте инструкции приложения. А если вы хотите подключить как точка доступа, значит от 3 до 5 раз быстро нажимаем данную кнопочку. Камера что-то там скажет. Вот, после чего ищите, открывайте Wi-Fi и ищите эту камеру там. Нашли камеру в Wi-Fi, подключились, пароль от единицы до 0, подряд цифры.
подключились к Wi-Fi, открываем приложение, нажимаем подключить как точку доступа, и все там у вас, грубо говоря, подключено. Если кому-то непонятно, у меня есть плейлист на канале, и в этом плейлисте есть два видео. Одно видео я подключаю по Wi-Fi, второе как точку доступа. Все это, друзья, идентично. Также я не буду вам тут показывать и распинаться по настройкам. Все эти настройки я показывал в моих предыдущих видео. Вот нам же интересно только, как снимает данная камера. Что хочу сказать. Значит, дневная съемка, я бы сказал, на отлично. Опять же, учитывая 2 мегапикселя и ценник камеры. Ну, а ночная съемка как ночная съемка. Есть подмылы, есть там шум и т.д. и т.п. Ну, хотя, когда включаются наши прожекторы и камера переходит на запись в цветном режиме ночью, то что-то там, конечно же, можно и даже хорошо рассмотреть. По камере я вам, друзья, рассказал. Здесь у нас размещены 2 маяка, красный и синий, то есть как на машине ГАИ. При обнаружении движения у нас врубаются маяки, плюс к этим маякам мы можем в приложении включить и установить на эти маяки какой-либо там звук. Либо записать свой звук, там, допустим, «стой, стрелять буду». Это уже будет немножко звучать и пугать. А так эти маячки довольно далеко видны. Камера у нас оснащена, ну опять же, разъемом для подключения RJ45 интернет-кабеля и разъемом питания. Есть у нас универсальный кронштейн, то есть кронштейн в данном случае мы можем прикрутить к стенке эту камеру, вот она у меня висела так. А если мы его снимем, вот видите так, потом перекрутим следующим образом и опять же соединим, мы камеру можем подвесить куда-то к потолку или под крышу или куда-то еще. Значит, после того, как определились, как и куда будете крепить камеру, берем эти вот 2 винтика из комплекта и фиксируем одним винтиком здесь, вторым винтиком здесь. Надеюсь, друзья, вам все понятно. Так, я же переставлю, дабы мне не мешало это все дело. Мы с вами включим камеру в сеть и посмотрим, как она отрабатывает. Я хочу вам показать вот эти вот 2 маячка. После чего не переключайтесь. Я уже снял материал дневной и ночной съемки и будем смотреть этот материал, кому, соответственно, интересно. Так, врубаем сеть. У нас блок питания горит таким синим огоньком. Светодиодик синенький. Ну и вот так. Вот таким образом у нас камера самотестируется. Вот она подключается к моей домашней сети Wi-Fi. Камера оснащена 2 поворотными антеннами. То есть, куда хотим, туда и крутим. Вот. Но, друзья, извините, не знаю, подключены ли 2 антенны, либо всего лишь 1. Разбирать камеру ради этого не хочу, смысла нет. За неделю тестирования данная камера показала себя с хорошей стороны. Вот сел описать обзор, пошел на улицу снять камеру, а там пошел дождь. И вот за неделю здесь села пыльца, плюс, представляете, пошел дождь. Мне пришлось эту камеру отмывать до придания такого товарного вида, чтобы показать вам. Так, ну что, давайте пробовать сделать какую-то там тревогу. Наверное, я поверну камеру сюда. Узнает она меня или не узнает. Ну и что, ты меня не узнаешь? Я сильно близко, друзья, сижу. Опа! Поймала она все-таки меня и включила, видите, свои эти красно-синие маяки. Вот так это выглядит. А ночью вообще прикольно. Ну и, как я сказал, сюда можно подключить к этим маякам еще звуковое сопровождение. Все, друзья, на этом все, что хотел показать по данной камере. Значит, сейчас не переключаемся и смотрим образцы дневной и ночной съемки. Всем пока! Итак, смотрим на дневную съемку. Вы видите на своем экране 2 картинки. То есть левая картинка — это камера стационарная, которая не поворачивается. И, соответственно, картинка справа — это у нас поворотная камера. Вот сейчас у меня включен режим гуманоид детектор. И включен режим показать следы. То есть показать следы — это выделить меня в рамочку, вот эту вот желтенькую. Вы все видите. Ну и, соответственно, включен режим отслеживания движения. Давайте посмотрим, пройдемся, как она отрабатывает. И заодно посмотрим, берет ли она собачку. Альмира, ко мне.
Видите, собачку временами выделяет. И давайте пройдемся, посмотрим, как она будет отслеживать. Вот, меня повела, а собаку оставила. Сейчас спрячусь за угол. Вот, камера будет стоять и ожидать меня 10 секунд. То есть это время настраиваемое. Установить вы можете сколько угодно. После чего она вернется в свое исходное положение, которое мы с вами перед настройками задали. Вот, я ей задал такое положение. И давайте пройдемся в обратную сторону. Посмотрим, как она нас увидит, зацепит и поведет. Сегодня солнышко. Вот я в левой камере появился. Дохожу к воротам. И вот я здесь. Оп, она меня взяла. Выделила. И повела. Вот камера пошла крутиться и меня вести. Ну, за угол уже заходить не буду. Нет никакого смысла. Вот так, ребята, работает у нас данная камера днем. Картинка, в принципе, довольно неплохая за эти деньги. Кстати, камера двойная очень хороша тем, что у нас, допустим, стационарная камера смотрит в нужную нам точку, а вторую камеру поворотную мы направили куда-то влево или вправо, и она уже отслеживает все остальное вокруг нее. То есть от этой камеры уже как бы сложно спрятаться. Так, больше никаких настроек я показывать здесь не буду. Все настройки почти идентичны. Да, наверное, не почти, а вообще идентичны, как и в любых камерах. Поэтому, кому интересно больше, переходите на мои предыдущие видео и там посмотрите, как установить камеру таким образом, чтобы она не вешала голову и чтобы, допустим, она возвращалась в свою исходную точку. Ну, а нам остается подождать вечера, вернее ночи, и посмотреть, как эта камера отрабатывает ночью. Ждем вечера. Итак, у нас глубокая, грубо говоря, ночь. Я вот стою в кадре вот этой верхней неподвижной камеры. Надеюсь, вам все видно. Значит, переключил режим в UHD формат. И двойным нажатием можем включить вот эту камеру. Значит, смотрите, вот эта камера, видите, она меня видит, но она никак не выделяет и не показывает мои следы. То есть она как бы не работает ни на человека, то есть ни гуманоид детектор, ни, соответственно, не работает как камера слежения. Просто тупо снимает и снимает себе вперед. Вот, в то время как вторая камера, давайте мы покажемся в ней. Давайте мы ее откроем. Вот, в то время как вторая камера меня захватила, видите, вот. И давайте посмотрим. И спокойно себе ведет. Вот, смотрите, как освещает. То есть все достаточно ярко и классно. То есть за такую цену, я считаю, довольно неплохая камера. Вот, и в этот момент у нас горит красно-синий маяк, как на машине ГАИ. Сейчас я переключусь. Так, она меня, конечно, поведет. Я спрячусь за качелями. И переключусь в двойной режим освещения. Посмотрим, как они снимают двойной режим. Нажимаем сюда. Режим управления. Цвет. Так, нам надо двойной. Двойной. Вот. И смотрим. Так, камера стала на свое место. Давайте я выхожу. И посмотрим, что даже камера, по-моему, которая верхняя, меня никак не заметит. Вот, я вышел на верхнюю камеру. Видите, она никак не реагирует. Ну, сзади включается фонарик. И сверху над фонариком, который только что включился, у меня работает вторая камера. Вот это светлое пятно. Это не фонарь, ничего, это просто камера и диоды. Вот. Видите, она не работает
не берет ни движения, ничего, просто тупо снимает. Значит, давайте я сейчас перейду на камеру, которая у нас с поворотной башкой. Она меня, видите, зацепила и сразу снимает в цветном режиме. Вот она. Я машу рукой, то есть я на двух камерах одновременно. И давайте посмотрим, какое же у него освещение. За забор ушел. Ну, она меня, честно говоря, потеряла. Давайте я пойду назад. Почему так? Давайте пойдем туда. Хоп, она меня взяла. И опять как-то потеряла. Странно. Хотя тревога, я вижу, горит. Вот хожу, брожу. Вот, видно, что она следит за мной и довольно-таки неплохо все дело освещает. Вот, спокойно меня ведет. Это что-то у нее там случилось непонятно, что она не была потеряла. Давайте еще раз войдем в калитку. И уже посмотрим. Давайте я сделаю кадр больше. Во. Видите, наблюдается такой как бы снег на кадре, но хлоп, видите, поймала и ведет. Как ни странно. Остановлюсь. Иду дальше. Вот, ну такая вот, друзья, ночная съемка. Я думаю, довольно неплохая за свои деньги. Ну, хотя что ожидать от 2 мегапикселей. Так, наверное, все показал и рассказал. На этом будем с вами прощаться. Всем здоровья, удачи. До новых встреч, до новых видео. Камера еще одна идет, кстати. Кстати, на 8 мегапикселей. Посмотрим, как же она у нас будет работать. Все, пока-пока. Ты заходи, если что.